по системе спасения от возможных катастроф и по системе гармоничного развития, я начинаю с того, что объявляю концепцию принципа подхода, который я построил для того, чтобы предотвращать катастрофы. Принцип базируется на том, что все явления реальности воспринимаются человеком в виде неких изображений, в виде определенного уровня оптики. Это можно записать так, что любое явление реальности воспринимается сознанием человека в виде оптики. Таким образом, как я сказал, любое явление реальности можно воспринять в виде определенных оптических явлений или оптической системы, я ее так называл. И в связи с тем, что необходимо защищать именно человека от систем глобального уничтожения, то самым прямым путем и самым безопасным является развитие технологии спасения, основанной на сознании человека. В этом случае любые технологии будут зависимы от первоначального уровня, от которого они происходят, то есть от желания человека, и можно построить так, что эти технологии человека не разрушают. Данная концепция научно обоснована. Я защищал в виде докторской диссертации, это в работе «Прикладные структуры, создающие области информации». Там описано, почему, если мы создаем на основе собственного сознания, то эти технологии не разрушают в том случае, если они зависимы от сознания. На этой основе я построил приборную систему. Сначала была защита докторской диссертации, которая называлась «Фундаментальное определение оптических систем». Она перед вами есть. И, значит, использование этих определений для прогноза землетрясений и катастроф. В приложении, в конкретном, это было для производственных объектов. То, что касается обобщения данной докторской, то на самом деле речь идет о том, что этот подход можно использовать для того, чтобы защищать там не только производственные объекты, но и любые другие объекты, которые имеют, например, первичную норму. Это норма здоровья, норма любой целостности объекта. На этом принципе я построил прибор, который на кристаллической основе позволяет делать профилактику и реально профилировать и предотвращать, например, определенного типа пока что катастрофы. В данном случае они были испытаны в цифровом виде, эти приборы, на землетрясениях и на некоторых производственных объектах. Вот патент, в принципе, у вас он есть, потом вы его посмотрите. Значит, принцип данного патента основан на том, что есть такое понятие, как регистрация оптических явлений, и я исследовал свойства света. Если мы рассматриваем процесс менее чем 10-17 степени секунды, то в этом случае получается, что элементы будущих событий, они жестко закреплены как бы за те элементы, которые существуют в реальности. То есть замером реального оптического явления мы можем делать прогнозную фазу будущего явления. И при этом прогноз является не вероятностным, а прогноз является прямым. То есть в связи с тем, что мы получаем фактически это информация о тех реальных будущих явлениях, которые могут развиваться. В данном случае я использовал при построении данного прибора факты своей работы в области иррациональных, я так назову, технологий. Иррациональные технологии — это технологии сенсорного получения информации, технологии определенные прогностические, технологии применения специального математического аппарата, при котором сам аппарат видоизменяется в зависимости от события. И в связи с тем, что данная система, она позволила реально предотвратить на моей конкретной практике конкретные катастрофы самолетов, ядерных станций и так далее, различных промышленных объектов, и в том числе какие-либо изменения, опасные в организме человека. Весь материал, о котором я говорю, он уже имеет достаточно обширную практическую основу. То, что в этой лекции я буду
вам читать, это в основном будет использование как уже известных фактов, так и того, что сейчас есть в виде теоретических положений. Так вот, сейчас мы перейдем к тому, чтобы теоретические положения вы могли выписать. При этом ваша лекция будет не просто лекцией в виде понимания неких теоретических или практических основ. На самом деле это будет одновременный тренинг по структуризации сознания. У меня есть такой курс, который называется «Структуризация сознания по системе спасения от катастроф и по системе гармоничного развития». При этом ваше сознание рассматривается как управляющая система. С точки зрения оптики это достаточно просто понять. Когда вы имеете некое событие в своем восприятии в виде оптической системы, на чем, например, построен сенсорный принцип управления или, так скажем, воздействия, то любое оптическое явление по системе общей связи, оно связано с любым другим. Поэтому ваша задача, чтобы переструктурировать это оптическое явление, то есть фактически определить нужное вам событие, например, спасение от катастрофы, вы каким-либо образом меняете структуру своего сознания и получаете управление. Данные лекции я проводил в различных областях, которые имеют повышенную, так скажем, опасность в производстве. Это авиация, в основном для летчиков-испытателей, потом в военно-воздушной академии Гагарина, ну и так далее. То есть там, где требуется конкретный совершенно уровень управления, который иногда не зависит от того, что может позволять, например, имеющийся технический состав или же просто нет средств. Тогда приходится рассчитывать только на возможности дистантного управления, опорой которого является собственное сознание. В связи с этим курс, который я сейчас читаю, он будет как основан на ортодоксальной, то есть известной базе, где можно использовать, предположим, известное физико-математическое описание или какие-то инженерные, технические объекты, а также на том, что вы будете получать сейчас новые совершенно сведения, которые вы будете применять примерно в таком же варианте, как это делают, например, пилоты, космонавты, но при всем при этом разницы практически здесь не будет, потому что я проводил курсы и в области микроэлектроники, сам являюсь руководителем отделения аспирантуры. Значит, есть такое государственное предприятие при специальных исследованиях, называется научный центр в Зеленограде, и там, собственно говоря, работают люди в микроэлектронике, казалось бы, достаточно пассивная область с точки зрения каких-либо опасностей, тем не менее, область восприятия точно такая же, как у космонавтов, там, пилотов, и освоение материала идет с той же скоростью. То есть вам надо понимать, что речь идет о структуризации сознания, следовательно, применить вы можете эту структуризацию уже в практическом уровне там, где вы захотите. И, в принципе, если говорить о принципе информации, то каждый объект информации может быть равным. Это есть один из законов информационных распределений. То тогда получается, что вы можете, находясь где-либо, через сознание управлять тем, чтобы не было, предположим, там, ядерного взрыва, не было катастроф. Фактически курс спасения, который я вам сейчас веду, он основан на том, что каждый из вас получает конкретный инструмент спасения, который может быть воспроизводим вами лично. Речь идет о совокупности технологий. Это имеется в виду, как я объяснил, и рациональный спектр технологий, куда входит и сенсорика, и логическое управление, и математический аппарат. Следовательно, когда вы будете эти лекции читать или же их, например, применять, основной задачей будет являться то, чтобы вы имели совершенно конкретный практический механизм и с этим механизмом работали в реальных условиях вашей жизни. Это фактически управление событиями в сторону их созидательного плана, управление каким-либо уровнем развития и так далее. То есть речь идет о том, что освоение материала и ваша практика это будет одновременно. Поэтому после первой лекции, значит, все управляющие элементы, которые вы сделали, предположим, через свое сознание, или же нашли что-либо в области методологии или в области концепции,
это нужно будет в виде отчета уже после первой лекции. В следующий четверг будет вторая лекция. То есть каждый должен что-то коротко будет написать хотя бы на одном листе и мне в виде своих мыслей или конкретной практики положить на стол. Так как практика спасения говорит о том, что многие вещи требуется делать очень быстро, то уже после первой лекции вы будете практиковать. Эта технология мной освоена в области, там, где работают пилоты, в экстремальных условиях в области испытательных полетов, поэтому, учитывая, что там это удавалось передавать, эту технологию, вы будете делать то же самое. И есть определенный принцип, что любая технология при объявлении конкретной цели, а целью является у вас спасение людей, должна быть адекватной. Адекватной целью спасения людей является иногда мгновенное управление. В связи с этим лекция структурно будет именно так изложена, что вы должны будете уметь, например, через свое сознание или путем каких-либо систем математических, технических, спасать человека и по цели, идеальной цели, которой нужно всегда следовать, это спасение человека в любом случае. То есть если даже, казалось бы, внешние признаки информации таковы, что предварительно поступает информация о безнадежной ситуации, тем не менее, управление той самой оптикой, о которой я сказал, это есть управление конкретной реальностью. В связи с этим, вы можете где-то это записать, что данная лекция это конкретная методология управления реальными событиями на основе структуризации сознания. Чтобы рассмотреть, каким образом происходит такое управление, прежде всего необходимо расписать систему связей. И фактически определить эту систему одновременно. Для определения системы связи нужно найти опорные точки. Опорные точки – это те элементы информации, которые для вашего восприятия могут создать алгоритм вашего управления. Прежде всего, я сейчас определю сам аппарат, который должен быть при такой постановке задачи. Аппарат, который я сейчас представлю в виде определенных математических описаний, должен удовлетворять условия реагентности на развивающую ситуацию. То есть, например, в принципах квантовой механики есть такое понятие, что инструмент замера, он может быть грубее или менять структуру реальности. В нашей ситуации, когда речь идет о спасении людей, мы должны, очевидно, определить адекватно сразу задачу и управлять любой системой, а следовательно, нужно иметь доступ к системе. Поэтому аппарат управления, который будет здесь описан, он меняется в зависимости от того, что происходит в изменяющейся реальности. То есть, если вы начинаете работу, и эта работа, предположим, привела к тому, что какая-то часть работ по спасению выполнена, инструментальный аппарат может меняться. И в связи с этим здесь следует сразу же где-либо зафиксировать совершенно конкретно, что это изменение должно фиксироваться в символическом ряду, который изначально является статическим. То есть любые процессы, происходящие в статических уравнениях, они могут быть различными. И при этом, если мы говорим о том, как применить конкретное уравнение для управления, то мы должны получить в этой математике фактически то управление, которое вы получаете при той же самой системе, что, предположим, организм человека. Он имеет одну форму, но при этом вы имеете много мышления. То есть, проще говоря, многовариантное мышление, многообразное или многовариантные поступки. То есть одна форма содержит много функций или бесконечное множество функций. То есть при таком подходе та формальная математика либо в символическом виде, либо в виде конкретных математических связей, которые я представляю, она будет понятна.
И поэтому на нее нужно опираться с точки зрения того, что вы в дальнейшем просто познаете элементы развития данной математики. И каждый, в принципе, может составлять свою методологическую базу для себя. Поэтому, когда мы говорим об оптической системе, то прежде всего мы должны описать хотя бы два уровня. То есть, если мы возьмем, предположим, уровень первый и зафиксируем этот уровень как границу между восприятием и реальностью, то очевидно, что существует, например, уровень второй. Уровень второй – это там, где связи между реальностью и между вашим восприятием обобщены по системе общих связей. Поэтому мы можем, например, здесь записать на втором уровне с неким коэффициентом k. Вам, видимо, не видно. Здесь, скорее всего, я буду вам говорить, здесь функция просто от пространства. Некий коэффициент k, и мы берем функцию от пространства. А если мы говорим о восприятии, то мы берем ту же самую функцию и записываем с определенным коэффициентом k1, но это будет, я пишу функция от i, функция индивидуальная, то есть ваша конкретная функция, которую вы можете менять, потому что вы можете менять свои восприятия. В связи с этим, если мы рассмотрим любой элемент реальности, который находится на стыке между этими двумя элементами, то обобщенная функция должна содержать, очевидно, в виде неявной области сразу же, значит, сразу же эти две позиции. То есть функция индивидуального восприятия. Я здесь ставлю знак умножения на функцию связей в обобщенном сегменте информации. При этом, если мы хотим выяснить, каким образом развивается закон изменения общих связей для данной концепции, то мы должны поставить там некую степень, я назову ее x в степени n. То есть здесь кавычки закрываются x в степени n. Значит, если вы рассмотрите элементы своего сознания, то есть как вы принимаете решения, то некоторые решения происходят как бы непроизвольно. То есть вы принимаете решение, потому что считаете, что вот это нужно сделать. Так вот, исследованием вопроса, почему вы принимаете именно это решение в данной системе, в основном, так скажем, в операторном и функциональном виде занимается, я могу такое слово сказать, та часть математики, которая зависит от степени, то есть x в степени n. Понятие x видоизменяется в зависимости от того, какой параметр сознания вы туда вводите. Хотя сейчас я говорю несколько, так скажем, в общем-то, ближе к тому, что вот я сделал в патенте. Там достаточно близкая математика была использована в кристаллической системе, потому что кристаллическая система построена так же, как построено сознание. И поэтому, когда вы будете работать, например, с этим параметром x, вы посмотрите, что в зависимости от того, в какой момент вы определяете решение, параметрический ряд, который появляется от неявной функции, он будет все время меняться даже для одного и того же процесса. Предположим, вы имеете там в своем представлении стул, стол или указку, или какой-либо обобщенный объект, то есть все явления, которые, например, вы не описываете в момент восприятия. Вот когда вы назначаете x фиксированной системой, то есть определяете координаты пространства, предположим, и времени объекта, то тогда вы имеете управление бесконечной областью. G у вас стремится к бесконечности, то есть фактически G связывается с тем бесконечным рядом, который вы
например, не воспринимаете в период жесткой фиксации сознания. Дело в том, что мой курс, он подразумевает то, что определенные вещи вы должны знать в виде, возможно, многократного прослушивания, и тогда, видимо, я сделаю так. Если сейчас в таком вот режиме чтения там вам не удается записывать, так скажем, подробно, а лучше именно слушать то, что я говорю сейчас, то я просто вот то, что пишется на микрофон, постараюсь перебросить на аудиозапись, и у вас будет какое-то количество аудиокассет. И вам тогда надо будет все-таки вот то, что я говорю, внимательно прослушать, потому что, например, те элементы управления, которые я пишу уже в законченном виде, они имеют очень детальный, формальный вид в данном изложении, и многие понятия, которые я беру, например, из теории неявной функции, предположим, для доказательства этого функционального уравнения использовались уравнения квантовой механики, так как у вас различные могут быть системы образования, значит, с точки зрения, предположим, математического образования, я здесь буду стараться пользоваться только теми конечными формулами, которые нужны вам в функциональном приложении. И в связи с этим то, что я говорю словами, это на самом деле будет при прослушивании для вас анализ, из каких систем ортодоксальных известных уравнений это получено. В частности, конкретно это уравнение получено из теории обобщенных функций. Но так как у вас, как я сказал, может быть разное математическое образование, и это не является целью применить, например, именно знания, предположим, высшей какой-либо математики в данном курсе, то, ссылаясь, например, на конкретные формулы, вам основным будет являться применять данные уравнения в своей практике управления. Значит, в связи с тем, что я сказал, что обычные функциональные законы отражены в условиях данной реальности, то, например, беря какое-либо уравнение, предположим, распространение ультразвука, и насыщая мыслительно, то есть концентрируясь на данном уравнении и распространяя мысль на конкретный объект, были эксперименты, совершенно конкретно поднимается, например, температура от ультразвуковых колебаний. То есть фактически сознание заменяет структуру физического процесса. Или же сознанием удавалось с радиоволны снимать, предположим, информацию, предположим, конкретные слова и так далее. То есть получается, что вы будете работать по данной системе уравнений для управления за процессами реальности. В данном случае, если перед нами является та информация, что есть некие признаки катастрофы, предположим, возможность того, что ядерный процесс, который происходит в реакторе, может привести к взрыву. Тогда в данной концепции вы определяете в параметре x, значит, координаты, пусть они будут обычные, например, ядерный реактор, или же, если лучше, даже это точное или хотя бы ориентировочное положение этого процесса. То есть вы настраиваетесь сознанием на то, что этот ядерный реактор находится где-то. Это будет ваша формальная область, как бы, исходя из которой вы будете менять этот процесс в сторону того, чтобы ядерного взрыва не произошло. Затем вы должны выявить элемент n, то есть что для вас является степень n. n, как я объяснил, это может быть фиксированным числом, и это определяет, значит, события текущей области. То есть, когда вы принимаете решение, вы с точки зрения этого n можете менять различные ситуации. То есть, фактически, увеличивая или уменьшая скорость мышления, вы можете, соответственно, менять ситуацию. Поэтому с точки зрения восприятия, на самом деле здесь получается, для вашей работы ничего сложного нет. Ваша задача только лишь определять в данном формальном механизме прямое управление каким-либо процессом. Так вот, прямое управление происходит, как я объяснил, я специально ввел область, где эти два параметра соединены. Хотя в элементах каждого параметра существует любой другой. То есть восприятие, с одной стороны,
С другой, если мы поставим векторную форму, предположим, там, развитие восприятия, некий вектор, здесь просто нарисуем, тогда получится, что здесь все равно существует и эта область, и область всех внешних событий. Так вот, когда речь идет об управлении, об функции индивидуального управления, вы видите на уровне пересечения этих двух элементов систему обратной связи. То есть фактически это система обратной связи, которая вам позволяет в реальном совершенно времени изменять характеристики текущего процесса. Поэтому я ввел это граничное условие. Учитывая, что я стараюсь дать в максимально обобщенном виде те слова, которые я говорю, как мы говорили, вы потом будете прослушивать на диктофоне, а ваша задача сейчас выявить, вот, что конкретно с вашей точки зрения нужно будет для того, чтобы совершить управление, выявить во всех координатах этой системы. То есть, потому что речь идет о том, что данная функция G, она, значит, описывает реальное спасение любой системы. И в связи с этим, если мы меняем координаты сознания, мы можем достичь этого в любом случае. Вот такая идеологическая постановка этой задачи. То есть, когда вы сейчас слушаете эту лекцию, вы должны сосредотачиваться на том, что нужно делать. Пояснения, которые я периодически провожу, они вам будут нужны для того, чтобы знать в дальнейшем детализацию. Или, предположим, использовать какой-либо мат-аппарат для анализа. Используя, например, тензорный анализ, в свое время я показал, что, значит, когда мы берем, предположим, функцию от событий с неким коэффициентом k, то когда мы пишем систему связи, то эта система связи уравнивает коэффициент. Я здесь написал коэффициент k, и здесь коэффициент k. Хотя здесь коэффициент k1. То есть есть такой параметр, как унификация системы связи. То есть мы должны найти в каждом событии опорную точку, которая универсальна. И вот этой опорной точкой является ваше собственное сознание. Поэтому, когда вы видите здесь один и тот же коэффициент, это говорит о том, что в этой системе уравнений, когда мы начинаем искать степень, мы получаем однотипную константу. Так вот, в любой системе развития, то есть в любой системе детерминированного, то есть причинно-следственного или прямого и рационального развития, всегда существует необходимость создавать, ну, фактически своего рода ступеньки, то есть те методологические условия и те уровни, которые вам будут позволять строить следующую систему управления. Так вот, когда это получилось в данной системе уравнения, то это, если мы еще бы расписали всю систему связи, то мы бы получили вывод, почему именно так получается. Это можно получить, используя тензорный анализ. То есть получается, что когда вы получаете управление, а в данном случае речь идет, ну, фактически о системе управления, правда, в приложении, так скажем, к двухкомпонентной системе, и при этом управляющие параметры системы, которой является человек, и всегда должны быть, скажем, на более контрольном уровне. И в идеологии, так скажем, обязательного спасения управляющая система, которая является человек, всегда должна управлять всем процессом. В связи с этим вот понятие второго уровня констант – это фактически идеологическая задача, которая в формальном математическом виде выражается как выравнивание коэффициентов связи. Учитывая, что я описал, опять же, в достаточно такой обобщенной форме, то вот коэффициенты связи – это фактически те, для вашего сознания, конкретные элементы фиксированных событий, это конкретные какие-то события, конкретные какие-то элементы, которые события, предположим, могут, предположим, организовывать. И в связи с этим, когда вы эти элементы находите, то вы, получается, что регистрируете, то есть реагируете на события вот в этом уровне граничных условий, где мы имеем некие обобщающие компоненты. Предположим, через сознание можно сказать, что да, существует внешняя реальность, существует фиксированное явление внешней реальности, но
Возможно, что что-либо существует еще, что, например, мы не описали с точки зрения разового восприятия. Так вот, существует принцип работы данной математики, который говорит о том, что можно управлять теми объектами, информация о которых не существует. То есть управление объектами, которые не информативны. И в связи с этим, так как целый ряд событий может быть таким, что мы не имеем информацию, так скажем, на уровне неких систем регистрации, или мы не имеем информацию, там, предположим, в сознании, предположим, человек спит, там, или же как бы системы отключены вследствие некого электромагнитного импульса, то, тем не менее, состоит та же задача в своей полноте, все равно нужно спасать себя и других, поэтому данная математика, она описывает управление теми системами, функции которых не определены. И когда я, значит, делал, например, вот тот же самый патент по предотвращению катастроф, или же, например, строил математику по фундаментальному определению оптических систем, это свойство было изначально заложено и не только потому, что это реальность, то есть, естественно, есть системы, функции которых не определены, а речь идет о реальном спасении, значит, мы должны их знать, эти системы, как ими управлять в этом смысле. А уже позже можно их расшифровывать. Но и смысл в том, что системы с неопределенными свойствами, они могут быть ускорителем управляющего импульса или, наоборот, системой даже мгновенного доступа. Почему наоборот? Потому что система ускорения – это вектор, который направлен в одну сторону. Если напротив мы строим математику, то есть решаем обратную задачу, то в этой точке уже существует управление этой системой. Это получается векторная обратная задача. С точки зрения математики это получается решение в физическом понимании процесса, который направлен в другую сторону, просто даже векторно. И поэтому, когда мы говорим о том, каким образом управлять все-таки процессами, которые, например, не объявлены, то здесь достаточно поставить ту же самую функцию g. Тогда получится, что если мы ставим эту функцию, то мы получаем, замыкаем систему, значит, неявных связей, которая организована в этом уровне с теми же параметрическими на уровне инвариантных систем, и, так скажем, значениями, которые имеют, в принципе, эта же функция. То есть, проще говоря, мы имеем инвариантную систему уравнений, и если как-то мы меняем систему координат, то базовый уровень, он всегда сохраняется. Получается, что, построив таким образом математику, мы можем описывать явления, с которыми связан объект. А явления, с которыми связан объект, это в том числе и явления всей внешней реальности. То есть фактически все явления мира в данном уравнении отражены в виде одной локальной области. И все внешние явления по отношению к, то есть граничным условиям данных явлений является описание, то есть перевод данной неявной системы уравнений в систему 1, 2. И тогда вы получаете практически конкретную событийную область, при котором в любом случае вы достигаете акта спасения. Тогда получается, что задачи, которые, например, не определены функционально, то есть, например, вы не имеете, предположим, каких-либо конкретных координат для определения события, эти задачи решаются как следствие, то есть как выводы данной системы уравнений в приложении к системе общих связей. Учитывая, что я сейчас пояснил, что можно делать математику, которая учитывает, значит, все явления реальности, и учитывая, что в данной математике компонента вашего сознания, она является описанной, то есть вы можете, изменяя структуру сознания, естественно, менять и все связи.
то понятно почему, значит, меняя оптическую компоненту, то есть меняя интенсивность мышления, значит, получается оптическое воспроизводство вашего мышления, вы можете менять на реальность. То есть менять, там, например, замедлять там, скорость, предположим, процесса в радиоактивном каком-либо варианте, или же можно, предположим, собственно говоря, управлять любой системой, по отношению к которой есть гармонизированный доступ. Понятие гармонизированного доступа — это, собственно говоря, элементы реальности, которые менять не нужно. То есть существуют дороги, ездят машины, растут деревья и так далее, но это тоже большой объем информации. И элементы, к которым нужно иметь доступ. Так вот, чтобы сразу же выделить то, что следует скоррелировать, то есть чтобы не было осуществлено некого уничтожения, значит, нужно рассматривать тогда систему прямого, то есть безусловного доступа, когда вы попадаете в элемент какой-либо без какого-либо времени даже. То есть вам нужно сделать реконструкцию события и достичь структуры спасения, вы это делаете сразу. В связи с этим, значит, вот посмотрите на вот этот прибор, патент, значит, есть здесь, скажем так, способ предотвращения катастроф, есть такая фраза, и устройство дальше для его осуществления. Так вот, способ предотвращения катастроф, он заключается именно в этой технологии, которую сейчас я вам сказал. Значит, в связи с тем, что технология основана, как я объяснил, на реальных законах, по которым устроено сознание, которые апробированы в практической деятельности. Например, я диагностировал самолеты, различные станции, или же на расстоянии управлял материальными конкретными конструкциями. То для понимания, вот, например, в описательном варианте, как работает данный патент, как работает данный прибор и как вообще способ действует, достаточно только лишь перевести все, что я сказал, на конкретные уже выражения. Предположим, фундаментальное определение оптических систем. Но так как, в принципе, здесь это есть, и единственное, что бы я мог здесь отметить, это вам надо будет потом почитать, я в большем количестве раздам. Здесь нужно будет отметить следующее, что когда вы имеете, например, структуру управления такого качества, что она работает при любых условиях, то сразу же стоит вопрос, что созданы те условия, которые должны обязательно сгармонизированы со всей информацией развития. И также должны быть таковы, что вы должны обеспечивать обязательное управление. То есть вот в системе спасения уровень обязательного управления, он является, значит, обязательным. И вот здесь вот получается, что когда вы кого-то спасаете, вы должны точно знать, что вы спасете в любом случае. Значит, соответственно, и техника должна быть таким образом построена. В связи с этим способ, он во многом основан на этом принципе, то есть вы должны уметь, значит, применять и вообще использовать такую технологию, которая так создана. И этот способ, он учитывает возможности вашего сознания. Вкратце я объясню. Построен данный прибор на основе кристаллов. Это был расчет для алмазов или горного хрусталя. И принципы его работы, они фактически, как я объяснил, значит, подобны тем, по которым работает ваше сознание. В связи с этим любой элемент восприятия в виде оптического, опять же, элемента регистрируется системой кристаллов, преобразовывается, и, значит, здесь вот как раз нужно отметить то, что я сказал. Принцип гармонизации. То есть прибор уменьшает силу землетрясений. Испытания проходили в свое время ядерных взрывах в полигонах еще при СССР. И при этом уменьшение, значит, магнитуды
фиксировалось, в принципе, так, что в несколько раз, и при этом достаточно в жестких условиях. То есть это вне как бы описанных было физических законов. То есть распространяется волна от ядерных взрывов, от подземных ядерных взрывов, и при этом она, значит, на каком-то элементе движения гасится в несколько раз. Причем не происходит каких-либо особых трансформаций, например, в почве. Так вот, функция данного прибора – это уменьшение силы неких проблемных последствий. И второе – это, значит, фиксация. Если, значит, например, ресурса прибора недостаточно. Значит, поэтому здесь я сейчас поясню, как работает данный прибор, и схематично будет понятно, каким образом может работать ваше же сознание для того, чтобы вы могли, например, с процессом справляться. Дело в том, что так как законы, они однотипные, то получается, что мы имеем, в общем-то, здесь скорее, ну, своего уровня, что ли, тренинговый такой аппарат, по которому можно строить собственное мышление. Это, конечно, одна из моделей. То есть, если вы рассмотрите другую систему уравнений, вы можете получить, то есть, проще говоря, другое, например, какое-либо приборное воплощение, но, тем не менее, здесь важным компонентом является то, что если, например, сконструировать мысль в виде конуса и ввести, предположим, на третий кристалл этого прибора, то уменьшение силы, вот, например, магнитуды возрастает иногда, в общем-то, даже в несопоставимо большое количество раз, там, и, так скажем, на логике, там, например, десятичных делений, там, в 10, в 17 степени раз, если вы примените концентрацию мысли. То есть прибор зависит от вашего мышления. И в связи с этим, так как вот, проводились эксперименты и такого содержания, то оказалось то понятие, которое, ну, сводится к понятию, предположим, биополя. Хотя я стараюсь здесь, в общем-то, не использовать каких-либо понятий, которые не определены. Но, тем не менее, можно считать, что существует там, биополе, то есть считая, что все известные системы реальности для вашего сознания они существуют, то мышление – это структура, которая разделена на то, что вы воспринимаете. Предположим, если вы воспринимаете биополе, то значит от биополя или связано с биополем может быть ваше мышление. Но если вы думаете категориями, предположим, событийного плана, то ваше мышление воспринимает уже именно элементы событий. То есть ваша мысль это будет не только биополе, и зафиксировать, предположим, у меня есть методы цифровой регистрации, когда видна мысль. Так вот, может быть характеристика интенсивности излучения мысли, в общем-то, даже совсем другая. То есть говорить о том, что мышление это именно воспроизводство биополя при таком вот приборном уровне замеров нельзя. Так вот, здесь я сейчас хочу описать, как происходит структура разделения сигнала, который, значит, ну, будет также использоваться вами для того, чтобы именно так строить свое сознание. Это и называется структуризация сознания. То есть, зная данные законы, вы должны уметь управлять. Значит, если вы имеете, ну, например, опять, предположим, 3 векторных сигнала. Мы назовем так, что это граничная область, а это 3 векторных сигнала, которые идут от какой-либо проблемы. В данном случае перед, например, кристаллической системой, состоящей из ряда кристаллов, они по-разному расположены, значит, находится карта местности. И
для данной карты местности фокусируется таким образом распределение с помощью лазерных усилителей, что информация, например, локализуется, и она проникает через кристаллы и распределяется так, что как раз там вычленяется фактически, если на математике, тот значит, уровень, который говорит о состоянии нормы объекта. Поэтому, предположим, мы обозначим, ну, так скажем, некий объект в виде n нормы. Значит, данный объект, если мы берем, например, ну, предположим, применим уравнение математической физики и математически опишем, то мы можем любую систему, предположим, уравнения описать, ну, в цилиндрической области, которая говорит о какой-либо системе реальности. То те элементы информации, которые идут по отношению к воспринимающему уровню, например, я напишу, что это будет воспринимающий уровень, они связаны, ну, скажем так, с каждой точкой данного объекта. С точки зрения математики, это, в принципе, частное решение этого уравнения в конкретной области. Там область может быть различная, увеличиваться и так далее, уменьшаться. Поэтому, имея, например, 3 вектора восприятия, которые вы регистрируете с помощью своего сознания, чтобы вмешаться и изменить процесс в сторону нормы, то есть получить обратный вектор. Как я объяснил, достаточно воспользоваться системой непрямых связей, то есть не обязательно детерминированных, а можно найти решение в области, функции которых в данный момент не определены. Но функция этой области как бы уже осуществлена в том, что это и есть норма. То есть норма граничных условий — это и есть функция неопределенной области. И поэтому, когда вы, например, смотрите, как идут, предположим, эти 3 вектора, то мы можем, в принципе, математически как бы распределить, предположим, на один кристалл. Пусть это будет первый кристалл, это пусть будет какой-то кристалл N1. Вообще конкретно в этом приборе 7 кристаллов. Значит, но так как я сказал, что расположение кристаллической системы зависит просто от решения уравнения, я поэтому пишу n-мерный вариант, то ясно, что распределение, например, этих 2 сигналов на один кристалл, или же, если мы их даже обозначим, предположим, это будет первый, второй, третий вектор, это первый, второй, это будет третий вектор, то если мы, например, первые 2 вектора элементов вашего восприятия и элементов общей реальности попадают на первый кристалл, а третий, предположим, вектор на кристалл некий N1, то все элементы, которые между, например, N векторов, можно считать, что они попали в некую промежуточную среду. Так вот, когда мы говорим об этой некой промежуточной среде, то как раз уже математически, а соответственно путем наложения вещества, то есть кристаллов, мы в понятии этой некой среды, а уже конкретно сформализированной в виде элемента нормы, то есть спасения в любом случае, мы видим сразу же отсюда конкретные реальные события, которые могут эту норму видоизменить. Так вот, когда вы решаете систему уравнений, скажем, в промежуточной области между первым и неким n-ным кристаллом, то вы получаете тот параметр, который говорит о том, что если прибор улавливает освещенность, например, таким образом, что вытекает некая катая компонента, значит, там начинается, например, землетрясение. Или может произойти, ну, например, что-либо в производственном объекте. Потому что данный патент был испытан и для возможных каких-либо чрезвычайных ситуаций на производственных объектах. Просто там разная степень интенсивности излучения меняется. Если в случае землетрясений она имеет какую-то одну координату, то если прибор настроен на схему производственного объекта, то
интенсивность просто другая. И вот по смене интенсивности излучения можно за 7 суток фиксировать, что в этом объекте произойдет. И когда вы вот смотрите на данную, например, схему, то вы сразу же можете построить и структуру собственного сознания по нормированию объектов информации. Здесь в данном случае, предположим, если мы имеем некий катый компонент здесь, то взяв просто вот эту даже схему и, предположим, изолировав катый объект, или же связав его с нормой событий, вы получите фактически, значит, распределение в своем сознании той нормы, которая приводит к благополучному результату. То есть не происходит некого разрушения. То есть это может быть либо предупредительная информация, значит, диагностического типа, когда можно принять меры. Если это принять меры такие не получается по времени, значит, это прямое управление через ваше сознание. Фактически, в данном случае, так как я даю вам элементы и логические, и математические, и уровни прямого управления, к которым я отношу к рациональной области, то ваша задача построить структуру сознания так, чтобы значит, элементы связи были такие, вот, как, например, я объяснил сейчас. И поэтому, когда вы эти элементы на работе даже прибора видите повторяющимися, то вы находите некий законодательный уровень, то есть систему законов, которая бы объясняла, почему так устроена эта схема. И вот когда, например, мы обозначим один, например, это элементы, скажем так, прошлых событий, два текущих событий, а три, например, это элементы будущих событий, то в данном случае речь идет о системе оптических связей, а, как известно, оптические элементы, они наиболее явно могут демонстрировать систему связи. Объединив эти три вектора некой, предположим, системой, я назову так, система оптических связей, просто-навсего мы соединяем геометрически, то получим, что события текущего времени в том числе зависимы в жесткой системе связи от событий будущего времени 3. В связи с этим мы можем сказать, что данный кристалл, он регистрирует события просто-навсего будущих элементов развития, и все. Поэтому, когда мы замеряем интенсивность, некую интенсивность, то, предположим, интенсивность, умноженная на k в системах регистрации, сразу дает наличие, например, некой проблемы. И получая эту интенсивность, в виде интенсивности, например, 1, прибор начинает работать по принципу уравнивания k, как я вот здесь объяснил. То есть уравнивание коэффициентов нормы. И вот это вот уравнивание коэффициентов нормы происходит таким образом, что понятие k, которое я выявил как в виде возможной проблемы, оно не осуществляется с точки зрения вашего сознания, потому что ваше сознание ориентировано на норму. И тогда получается, что когда вот вы в виде мысли, там, предположим, в конусоидальном виде на какой-либо кристалл, скажем так, формируете мысль как конус и считаете, что эта мысль находится на входе в какой-то кристалл, вы можете усиливать параметры 1, 2, то есть норму, которая была выявлена в прошлых и в текущих событиях. И эта норма, она по системе общих связей распространяется обратно на объект. Таким образом, сила землетрясения может уменьшаться. И в связи с тем, что данный прибор, он зависит от вашего сознания, то, соответственно, если вы долго там концентрируетесь, вы существенно уменьшаете. Меньше, значит, меньше. Данными технологиями уже, скажем так, в варианте, который был испытан,
значит, удавалось не только, предположим, уменьшать силу землетрясения, там, уменьшать можно было источник радиоактивного излучения, причем очень мощный, там, силу лазерного излучения и так далее. Значит, в свое время просто я занимался достаточно долго защитой различных космических объектов от уничтожения, в том числе лазерного уничтожения. И в связи с этим эта техника, она, собственно говоря, позволяет определенные элементы, ну, скажем, такие, которые, например, могут возникать или внезапно, или не подавляются. Если, например, от лазерного излучения можно построить систему, ну, предположим, терморасширяющего графита, который сильно расширяется, и лазерное излучение, в принципе, гасится, то есть системы, например, там некая летящая самонаводящаяся болванка, просто механического типа. И если регистрация была сделана правильно, то никакие ложные цели они не смещают данные болванки. Так вот, оказалось, что построив, например, систему по системе жесткой связи, например, элементы так называемого управления через средства, ну, скажем, следственной приборной организации. То есть приборы подключаются только в том случае, если болванка не отклонилась. И в условиях, предположим, повышенного уровня связи, когда мы вынуждены, например, заниматься тем, что учитывать совершенно различные системы связи для обеспечения, ну, одного только уровня безопасности. То есть, чтобы обеспечить, если так вот по существу, жизнь в реальной безопасности одного человека, надо учитывать то, чтобы, предложим, где-то не сработала спутниковая система, на то, чтобы не было самозапуска, например, ядерной ракеты. Где-то надо учитывать то, чтобы взрыв, предположим, некий взрыв ядерного реактора не вызвал опять самонаведение, предположим, ракет других государств. И ведь были же уже варианты самозапусков ракет, которые удавалось остановить. То есть техника может срабатывать уже независимо от того, хочет этого человек или нет. То есть техника выходит на уровень бесконтрольной системы. Но, как вы знаете, там, в теории надежности, естественно, многокомпонентной системе абсолютно устойчивых построить это, в принципе, по такой теории нельзя с этой техникой. Поэтому управлением является учет всех факторов, в первую очередь тех, которые реально могут, например, обеспечить жизнь конкретному человеку в условиях, предположим, существования земного шара. Поэтому, если мы говорим об управлении, то мы должны говорить обязательно о реальном управлении с точки зрения спасения. А в связи с этим речь идет о том, что, как я объяснил, значит, ориентированные системы, но которые, значит, срабатывают только в том случае, если там эта болванка и движется в сторону, например, объекта спутникового, или же, например, нарастает возможность, да, ядерного взрыва на реакторе, но надо точно знать, взорвется ли он или нет, да? Потому что если мы что-либо предпримем и при этом запустятся другие системы, так же, как я объяснил, на задачу защиты космического объекта, то получается, что мы можем ситуацию давить, то есть сделать более сильной ту ситуацию, которая на самом деле не нуждалась, например, в дополнительном управлении, или можно было управлять позже. То есть вот задача точности решения в каждом конкретном случае – это специальная задача учета всех связей. И вот этот учет связи производится, значит, на уровне, я его так назову, значит, катового элемента данного кристаллического модуля, который как раз-таки выбирает норму событий по отношению ко всем событиям, которые существуют от объекта, которым вы занимаетесь. То есть ката-элемент, он фактически имеет некое то же самое функциональное воспроизводство. Я его назову так, G от КИ. Но подразумевается, что К в данном случае это уже функциональный ряд. И при этом
если я обозначу в норме событий, например, область, вот этот отрезок, конкретный АБ отрезок, если я опишу как G от КИ, то мы сразу же получаем точное решение в условиях контролируемых связей. То есть это, как бы сказать, мы можем, например, позже замедлить ядерный реактор, или мы можем не ставить защиту на какой-то объект, потому что объект, в принципе, он все равно находится в безопасности. То есть эта же болванка, например, она пролетает и все. И так далее. То есть вот это вот называется уровень качественного решения, который позволяет нам абсолютно точно судить о возникшей ситуации. Так вот, функции данного прибора, я считаю, любой техники, которая сгармонизирована с человеком, заключается именно в том, чтобы вы получали контролируемое от человека решение. То есть приборы не должны уничтожить, например, что-либо, и плюс обеспечить связь со всей внешней реальностью. То есть, предположим, если мы возьмем что-либо слева, если рассмотрим как среду, то это может быть бесконечное количество связей. Так вот, G от КИ-то сгармонизировано с тем, что ни один объект слева он не разрушается. И поэтому, когда вы делаете гармонизацию, то есть уменьшается силу, нигде в инструментальных замерах и в расчетах не проявилось усиление, например, магнитуды в каком-либо другом регионе. То есть поэтому ситуация здесь такова, что я сделал такую систему цифрового анализа, которая позволяет делать регистрацию по всем, так скажем, внешним явлениям. Туда входит, так скажем, цифровая обработка всего космического пространства, мониторинг поверхности планеты и так далее. И при этом я, значит, на основе своей формулы общей реальности сделал теорию волнового синтеза, которую при усилении, например, этого катового компонента, например, датчиком лазерного излучения, мы можем норму событий еще больше зафиксировать, ну, неким усилителем инструментальным, предложим тем же когерентным лазерным лучом. И получается, что когда лазерный луч при определенной настройке описывает некую траекторию, снимая уже в средствах замера, в средствах индикации, значит, и обрабатывая на компьютере информацию, мы можем эту норму усиливать взаимно обратным способом, и при этом, при всем, получать то решение, которое, ну, в частном случае мы должны иметь из этой системы уравнений. Таким образом, мы, имея данную систему уравнений в виде неявной функции, значит, мы в данном случае уже можем описать некие однотипные законы, гармонизирующие как ваше сознание, так и, предположим, приборную фазу развития сознания. Но при этом структура сознания, как система регистрации, которая заложена здесь, и как система управления, это надстройка над прибором. И когда любая система строится так, всегда можно считать и знать, заложив, предположим, структуру сознания, элемент данного прибора, предположим, там, с картинки, и заложив структуру образа человека в прибор, можно сказать, что он гармонически адекватен. Вот понятие гармонической адекватности – это достаточно специальная область знаний, но с точки зрения системы спасения это будущее развитие информации, и поэтому, так как, значит, будущее развитие информации должно быть совершенно или индивидуальным, или обобщенным, а иногда и индивидуальным, и обобщенным, то все, что находится между индивидуальностью и обобщением, это также уровень гармонизации. Так вот, из всех возможных точек развития строится данный уровень гармонизации. И если мы, например, возьмем
предположим, ту же самую функцию «ж», только лишь как функцию от пространства, но пространство вашего мышления. То есть, обозначив мышление в неком пространстве с точки зрения восприятия, мы получим, что этот коэффициент k, то есть некая, в данном случае не норма, некое отличие от нормы, имеет такое вот примерно сочетание. Например, я напишу так: константа, любая константа, скажем так, разделенная на k. И если мы за предмет данной константы берем восприятие другого человека или целостность любого другого объекта информации, то как только мы k, в данном случае получилась у нас в данном выражении функциональная связь, зависящая от константы, но изменяемой частью является k, если мы k определим как k-итое. Так вот, системой определений существующих связей в системе уравнений, именно определений связей, значит, можно получить много вариантов, то есть бесконечное количество решений. Например, опять я к тому же вернусь, человек может думать, о чем он захочет, то есть определять свое мышление, как он захочет. То же самое, определяя этот элемент, то есть определяя пространство мышления уже в связи с пространством, например, событий в виде совершенно фиксированной области, например, формы человека, и закладывая туда компоненту k-итое, и переводя, правда, там существует специальное решение в области теории функций комплексного переменного, переводя это в систему неявных функций, можно однозначно доказать, что любое решение с точки зрения адекватной гармонизации или просто гармонии и системы спасения, оно всегда осуществимо. То есть получается, вот математически, формально я в математике доказал, что спасти можно всегда. Вопрос заключается только лишь в приложении технологий, то есть фактически в знаниях. И получается, что если мы, например, говорим даже о построении техники, то есть достаточно простой принцип вот, в понимании того, какой должна быть техника, собственно говоря, с точки зрения безопасности для человека. Ну, например, взять такой постулат, что Бог создал человека, но человек он не может уничтожить Бога. То же самое данный принцип. И создав технологии, включающие технологии сознания, то есть формы человека, его воспроизводства, все, что связано с человеком, и заложив структуру управления данного, любого прибора, можно создавать технологии, которые реагируют на эту систему и не разрушают. В данном случае уже создан фактически чип, который значит, использовался, правда, при перевозке определенных объектов, но он в любом случае не разрушает сам объект. То есть он преобразуется и действует на всю систему так, чтобы объект не был разрушен. В данное время в рамках Министерства чрезвычайных ситуаций, это вот у Михаила Андреевича Шахраманяна, здесь производится работа, связанная с тем, чтобы преобразовывать сигнал и получать, например, информацию, но преобразование сигнала идет на основе фиксации мыслеформ. Так вот, мыслеформы, они получаются таким образом, что если вы имеете мыслеформы, предположим, связанные с тем, что нужно осуществить некий акт спасения, то данные мыслеформы, они закладываются, так скажем, в ваше будущее, в вашу информацию, и получается, что в соответствии с этим вы получаете реальное решение не только потому, что вы, например, что-либо сделали, что-либо определили, значит, и поэтому так, но и потому, что это существовало.
То есть, заложив изначально что-то, в будущем это уже могло существовать. Вот эта технология, она в этом микрочипе используется. То есть, если вы, например, закладываете как элемент света, что нужно, там, например, человека спасти или спасти систему, обеспечить гармоничное развитие, закладываете сейчас, то ответ у вас приходит в этом микрочипе так как бы из будущего. Но он и реально, потом в будущем этот параметр замеряется. В данной части лекции в основном я буду сейчас вам давать методы структуризации сознания, которые в большей части они описываются словами, и поэтому под структуризацией подразумевается, как вот на том же принципе, как я пояснил, если 10 минут 17 секунды свет работает так, что каждый соседний элемент события, либо это будущее событие, либо прошлое, либо текущее, взаимосвязаны в виде как бы отдельных блоков. Это все равно, что взять, там, расположить, так скажем, в жесткой системе связи несколько, ну, условно, каких-либо жестких элементов. Если где-либо происходит там в будущем элемент как-то деформируется, это по системе жестких рычагов передается в текущее время. И то же самое, не только можно иметь такое разделение в будущее, можно иметь в текущее время, но, естественно, можно иметь и в прошлое. Следовательно, получается, что, меняя в текущем времени структуру сознания, вы можете управлять процессами любого времени. И это с точки зрения времени, но во время вкладывается событийная часть, значит, и любого пространства. Пространство имеется в виду информативное, где есть физическое пространство или же пространство, воспринимаемое вами, так скажем. То есть в данной части лекции я буду пользоваться тем, что разграничу явления реальности на те, которые вы воспринимаете, и те, которые вы анализируете и которыми вы управляете. То есть фактически само разграничение только происходит внутри уровня восприятия. Восприятие – это как элемент реальности, значит, анализ или выводы и управление. Так как вы занимаетесь системой именно спасения, и это курс именно по системе спасения, то по структуризации сознания разграничения таковы, что не нужно фиксировать как бы отрицательный статус события, а ваше восприятие должно быть таким, чтобы сразу же в момент восприятия вы управляли, то есть сразу же получали управляющие решения. И при этом структуризация сознания в этой общей схеме жестких связей, она такова, что если с точки зрения оптики, или, так скажем, оптической системы, можно сказать, оптики вашего восприятия, здесь речь идет всего лишь навсего о том, чтобы дополнить некую форму или заполнить дополнительной или, значит, может быть, внутренней интенсивностью какой-то оптический объект. Если это можно представить так, что если нам нужно получить отражение от некой сферы, значит, с источником света через ряд зеркал, отражение в каком-либо месте, мы всего лишь навсего или переставляем зеркала, или увеличиваем интенсивность, чтобы получить в отраженном луче нужную интенсивность. Вот и все. Так как я даю восприятие, которое регистрирует, например, явление реальности, есть такие понятия, как, предположим, ясновидение, экстрасенсорика и подобные понятия, включая мышление человека, то когда вы задумываетесь над тем, вообще, если задать вопрос просто, что из себя представляет с точки зрения восприятия все данные явления, то, например, ясновидящий, он что-то видит в сенсорике, что-то может чувствовать, но переводить в зрительный образ. Там. Хотя ясновидение, сенсорика идет, ясновидение может быть подраздел сенсорики. И если видеть будущее, это тоже некие оптические элементы,
вы просто-навсего либо какие-то образы, сигналы рассматриваете в своем восприятии. Поэтому получается, что любую систему реальности можно перевести в оптическую систему для вашего восприятия. И когда вы думаете над тем, например, на какую лекцию идти или какую работу сделать, вы сначала думаете, потом что-либо производите физически, предположим, идете. То есть вы реализуете данную систему управления, которая локально, значит, как вы считаете, действует она на вас в данном случае. Но по системе общих связей, если даже вдуматься в физический смысл этого явления, пока вы идете по коридору на какую-то лекцию, с вами кто-то, значит, по дороге встречается, и получается, что вы меняете в структуре локальных событий что-либо, это в системе общих связей определенным образом проявляется. Получается, любое событие, оно дает параметр определенной траектории, что ли, или динамики развития траектории с точки зрения, например, кванта оптического элемента. Получается, что для того, чтобы событие изменять, нужно так расположить свою систему мышления, то есть так вывести оптический диапазон мышления в управляющую область, чтобы эти события стали управляемы так, как нужно вам. И, значит, сенсорные явления, которые определены тем, что возникает дистантное управление, например, если это лечение, или же, предположим, если это уменьшение, значит, интенсивности источника радиоактивного излучения и так далее, то вы работаете только лишь через свое сознание. И вот промежуточные связи, они осуществляются напрямую и практически мгновенно. Так вот, когда я стал описывать, как это происходит, такое влияние, то здесь выявились в восприятии области, которые, значит, принимают сигналы от управляющего элемента мира, рассмотрев, как устроен мир и воспринимая тот элемент, где информация создает реальность, поставив перед собой задачу рассмотреть тот участок информации, где создается реальность, вы, значит, сразу же обнаружите, что в восприятии есть специальный уровень, ну, фактически как детектор, который взаимодействует именно с данным элементом реальности. Там, где, если вы меняете мысль, это переходит или на физическую, или на информативную реальность. И поэтому вот в структуризации сознания по моей системе спасения вы должны будете увидеть совершенно конкретную связь, что, значит, расположив мысль в уровень управления, вы должны получить управление. То есть, например, если нужно не допустить взрыва в ядерном реакторе, если нужно, можно заниматься тем, что даже, ну, вообще говоря, надо заниматься тем, чтобы ставить целью спасение в любом случае. Вот у меня в практике были то, что там в падающем самолете я наращивал платы, которые перегорали. Данный прибор, при его расширении, я, значит, вам статью эту принесу. В журнале «Микроэлектроника» она была в прошлом году опубликована. Там при, значит, расположении, например, некого элемента или платы над третьим кристаллом, мы получали фактически материализацию этой платы или какого-то элемента. То есть прибор может наращивать вещество. И поэтому, так как я объяснил, структурируя сознание таким же образом, вы должны уметь наращивать вещество для спасения, например, самолета, или если что-то перегорает, значит, вы должны управлять, проще говоря, любыми объектами информации. В связи с этим ситуация здесь такова, что тот элемент, который я описал как элемент восприятия, то есть на переходной области, значит, который определяет именно управление, он должен быть выявлен в вашем сознании.
как только вы его выявляете, то возникает задача распределения его таким образом в вашем элементе восприятия, чтобы управление было позитивным и не было допущено уничтожения. Так вот, с этой точки зрения управление может происходить, во-первых, напрямую через формальный механизм. Предположим, вы берете формулу, которую я написал в виде функции, и значит, определяете событие в параметре g. Если данный параметр вами описан, то просто концентрируясь на значке x и вводя n там, от единицы до 10, вы можете это событие нормировать. То есть это самый такой простой уровень, когда формальная часть, там, где восприятие выходит на связь с реальностью, выделена в виде формального механизма. Некоторые типы формул, как я объяснил, там, волновое распространение, подчиняются этому же закону. То есть, работая с формулами, даже вот изучая физику, вы можете все это ощутить и проэкспериментировать. Значит, когда мы говорим о том, каким образом должно быть ваше восприятие с точки зрения вашего сознания, то где сознание подразумевает более общую форму вашей личности, форму информации, то здесь понятно, что надо всего лишь навсего выделить в восприятии элементы связи между вашим мышлением и где вы мыслите, то есть пространство мышления, и элементы связи между вашим мышлением и элементом реальности. То есть, например, где находится элемент реальности? В вашем же пространстве мышления. Таким образом, если вы подумаете, что иногда вы мыслите и, предположим, наступает от этого некая ситуация, которая бы вам хотелось, чтобы она наступила, то значит, вы были в области управления событиями и правильно промыслили данную ситуацию. Если просто мышление, которое не ставит целью, например, управления, то оно может не находиться в области управления. Поэтому задачей управления реальностью и реальными событиями будет являться, значит, в том числе и организация мышления в области управления событиями. И поэтому, когда, например, мы говорим о том, что нужно заниматься спасением людей по каким-то конкретным, значит, проявлениям некой аномалии, то прежде всего стоит вопрос о спасении всех и сразу с точки зрения того, чтобы не допустить, предположим, самых явных элементов разрушения, таких как, например, глобальная катастрофа от большого ресурса, предположим, ядерного оружия. Поэтому, когда вы структурируете сознание по системе спасения, прежде всего необходимо создать тот оптический фон на уровне управления, который бы учитывал общий статус. То есть вы должны всегда работать с сознанием мысли, что прежде всего это спасение всех, например, от самых первичных возможных, например, возможно известных ситуаций, таких как, предположим, ядерное уничтожение или какие-то глобальные катастрофы уже следующего порядка, в том числе те, которые могут быть неизвестны сейчас на уровне логики. Когда вы ставите так свою мысль, вы сразу попадаете в сферу управления, то есть, проще говоря, задаете оптическое освещение в этой сфере. То есть, если представить, вот у меня стоит некая лампа, стоит система зеркал, то я как бы включаю эту лампу вот такой мыслью. То есть я начинаю задействовать систему управления. Значит, дальше, так как вы находитесь в системе общих связей, то есть каждый человек, он по-своему заинтересован в том, чтобы не было там через секунду уничтожения планеты, то он участвует, но, значит, не всегда осознанно, то есть он не всегда как бы эту задачу перед собой ставит. Но, тем не менее, в системе общих связей так или иначе он участвует. Поэтому второй задачей будет являться выявление индивидуальных характеристик, своих собственных, значит, которые бы определили все-таки индивидуальное направление вашего конкретного мышления для того, чтобы передать уже от возникшей сфере информацию дальше, как бы к следующему
уровень, например, к зеркалу, которое находится на расстоянии 20 сантиметров, условно. Значит, почему именно 20? Потому что как только вы ставите конкретное фиксируемое число, например, 20 сантиметров, вы сразу же фиксируете интервал, то есть некую делаете опорную точку. По формуле, которую я здесь показал, это фактически параметризация, то есть вы задаете параметры системы уравнений, которые зависят от еще граничных начальных условий. Для решения любой физической задачи, как вы знаете, нужно начальные граничные условия совершенно корректно. И чтобы получить количественное решение, вы должны, значит, зафиксировать. В связи с этим следующим элементом является фиксация уровня управления. То есть, проще говоря, если вам не очень ясно, что где-либо дальше, значит, освещенности хватает, чтобы передать к следующему зеркалу, то вы должны как-то усилить, или подсветить зеркало, или затенить внешнюю среду, то есть уменьшить внешнее освещение. То есть это фиксация области управления. Теперь мы приходим к тому, что нам нужно сделать. То есть из последнего зеркала, которое уже переходит на уровень регистрации, понятие с зеркалами, конечно, это достаточно схематично, но это будет идти сейчас нитью для сопоставления процесса мышления, управления с процессом таким, который происходит в оптике. Значит, мы должны из последнего зеркала получить интенсивность, например, потока светового, которая бы говорила о том, что все вокруг в порядке. Для этого, значит, следующим уровнем является проявление собственного статуса. То есть есть такой принцип, что спасатель должен спастись сам. Значит, вы наращиваете вторую сферу в виде этого статуса. То есть источник, который идет от интенсивности излучения, вы смотрите, например, на некий датчик, там, на осциллограф, предположим, который регистрирует интенсивность. Или же есть сейчас много систем, я уже конкретно даже говорю, что есть там совершенно разные системы регистрации интенсивности, и я, вообще говоря, говорю в приложении к этому прибору, поэтому то, о чем я говорю, желательно как-то внутренне, значит, осознавать, просматривать, что, значит, при работе данного прибора это примерно так происходит, выявление оптического уровня, но там, в отличие от зеркал, в принципе, это просто стоит кристалл. Так вот, почему именно зеркала? Потому что в кристаллах все равно происходит отражение. И поэтому я стал разбирать именно принцип отражения от неких статичных областей. Так вот, перейдя к этим зеркалам, можно увидеть, что все они как бы взяты из одной кучки, которые находятся на уровне регистрации, там, где, значит, мы замеряем интенсивность излучения. И вот, когда мы уже фактически интенсивность излучения замерили в самом начале, когда была норма, еще когда, например, никаких проблем не происходило, от какого-то внешнего источника, который находится, предположим, перед тем зеркалом, которое от нас на расстоянии 20 сантиметров. Так вот, если этот внешний источник начинает как-то в будущем видоизменяться, или в текущем времени, или даже если он был изменен в прошлом, как я объяснил про плату самолетом, где плата перегорела, ее можно было материализовать, то тогда весь пакет зеркал, который находится по пути следования, он должен быть таким, каким был еще в элементах нормы. То есть следующий уровень формирования вашего сознания – это организация уже следующей, третьей сферы в районе первой. То есть вы просто мысленно на расстоянии, например, 5 сантиметров как бы считаете, что в этой сфере, то есть строите ее, находится уровень тот, где элемент фиксации, то есть элемент вашего сознания, является организующим элементом, значит, который приводит в норму как бы то, что на пути развития вашего сознания встречалось. Проще говоря, где бы вы
сознанием не прикоснулись, там должна быть норма. Вот эта третья сфера, она переходит как бы внутрь первой сферы и добавляет свечение. То есть у вас уже усиливается общая освещенность. Но свечение, оно усиливается не простое, а оно получается специальное, где нормирование выделено более существенно, нежели просто обычный поток информации. То есть получается, что нормирование – это как раз-таки то, что было заложено изначально в первичную норму объекта. И вот дальше я сейчас скажу о законе распространения информации с точки зрения сознания. Так вот, с точки зрения сознания, распространение информации таково, что вы конечный уровень информации, например, если он представлен в пакетном виде, например, вы говорите слово или там предложение, так вот, последнее слово предложение, оно нормировано по отношению к первому слову в области вашего восприятия. То есть норма происходит там, где вы воспринимаете. И в связи с этим область восприятия таким образом вы выделили, замкнув все элементы, например, на ту же первую сферу, вы выделили нормирующую компоненту, которая от природы, она просто от создателя там существует. Поэтому получается, что выделение управляющего уровня восприятия – это вот такой вот технологический процесс, о котором я сейчас рассказал, но при этом, при всем, этот технологический процесс, он фактически такой, что вы в эту технологию закладываете уже нормирование в области развития вашего сознания. То есть получается, что, например, тоже сенсорное управление, там, или, если так можно назвать, хотя я здесь называю, оно, в данном случае у меня его нельзя назвать, например, именно сенсорным управлением, потому что, или просто сенсорным, потому что речь идет о том, что данную технологию может осваивать любой человек. Речь идет о том, что есть приборы, которые зафиксировали наличие оптических элементов, которые действительно взаимодействуют с физической или информативной реальностью, где, предположим, информативная реальность разделяется на физическую и на, например, скажем так, другую. И если меняется оптика, то есть меняется мышление синхронно с этой оптикой, то реальность просто меняется. То есть это просто как вид определенных законов. И насколько это связано с сенсорикой, сенсорика подразумевает там некие биополя, предположим, некую интенсивность, достаточно там высокую, так они, видимо, как вот считают, вот в теории биополя, там, что должна она как-то возрастать или уменьшаться. В данном случае я говорю не об этой части проявления, предположим, организма человека. Я говорю в данной технологии об управлении информацией события. А информация событий включает в себя там все возможные понятия, включая биополе, сенсорику, там, физические поля, в общем-то, все совершенно понятия, которые только могут быть. Поэтому то, что я говорю, это управление событийной областью. И в связи с этим, когда мы, например, рассматриваем, вообще говоря, любую функцию событий, то управляющая компонента проявлена либо в точке, например, исходящей, то есть в источнике, либо в точке развития событий, где импульсами управления могут быть совершенно любые конструкции, казалось бы. Но поэтому вот ваша задача следующий уровень. Как только вы таким образом выявили элемент восприятия, который является управляющим, ваша задача управлять на любом этапе развития событий. А это значит, что все источники должны быть сконфигурированы, ну, например, в одну мысль, там, чтобы не взорвался там, ядерный реактор, чтобы не упал самолет, чтобы, например, там, человек не погиб. И тогда вокруг этой ситуации вы начинаете строить позицию, ну, построенную по принципу источник информации или исток информации. Так вот, построив элемент события как источник, то есть рассмотрев, так построив, что каждый элемент события является источником, и оттуда, значит, как бы
исходят, ну, скажем так, лучи, вы получите, что с током в своем сознании, так устроено сознание, будет являться норма данного события, но которая находится на расстоянии, как бы в пространстве мышления, ближе, нежели само событие, с которым вы работаете. Пространство мышления, его можно выделять. Например, сделав вокруг себя условно где-то в радиусе метра, описав умозрительно некую такую вот позицию в виде, предположим, некого контура и работать на расстоянии 20-30 сантиметров от себя. Вот в этой брошюре «Университетская система знаний» здесь есть определенные моменты, которые связаны с геометрией работы мысли. Значит, но в данном случае речь идет о нормировании объекта информации, и при этом данное нормирование, оно обобщается. Каждый может выработать свою систему управления, например, сопоставив данный принцип, то есть развивая технологически, как я объясняю, свое мышление на уровень управления и получая, что данное управление, оно, значит, фактически приводит к тому, что вы можете управлять как микроструктурой вещества, предположим, то есть микропроцессами, как, например, некими макросистемами, которые должны регистрироваться кем-либо или вами, если это физическая реальность. Или же, если это информативная реальность, вы должны, так как вы знаете, что вы работаете в системе управления, то видите, что может быть либо пожар, либо некий взрыв, смещать данные события. Так вот, так как у меня курс лекций по системе спасения, и вы готовитесь применять это, например, в области математики, можно применять, в области, в общем-то, развития любой науки, то я даю вам прежде всего это спасение от возможной глобальной катастрофы. Эта технология, она все-таки может быть специальной, а иногда она является только специальной. То есть, предположим, спасение одного человека, или это нужно этим в любом случае заниматься, это, вообще говоря, это разные, вроде бы по величине задач, но это одно и то же, что там одного, что всех сразу, с точки зрения сознания это одинаково, и с точки зрения морали. А вот с точки зрения технологии, спасение от уничтожения всех, это специальная технология, потому что там вы должны будете в первую очередь уделять внимание спасению от глобальной катастрофы, возможной, которая может всех уничтожить. И часто это определяет определенную структуру вашего оптического уровня восприятия. Так вот, работа для спасения от глобальной возможной катастрофы – это следующий уровень определения восприятия. То есть восприятие в том уровне, где вы его нашли, значит, разделяется на элемент более, так скажем, верхний, как бы полусфера верхняя, это спасение от возможной глобальной катастрофы всех, и нижняя полусфера, это уже частные элементы спасения. Так вот, чтобы получить частное спасение в нужное время, например, от чего-либо и где-либо, нужно в любом случае учитывать управление внешней, то есть верхней частью сферы. Для этого, чтобы, значит, технологически все равно управлять быстро там, где вам нужно, и спасать своевременно, существуют специальные методы перехода от вашего восприятия по спасению от глобальной катастрофы к спасению локальными уровнями неких происшествий. Значит, так вот, этот переход делается таким образом, что вы структурируете свое пространство восприятия по принципу следующему. Есть принцип причинно-следственный, то есть вы считаете, что и так и есть, например, от сознания вашего, находящегося также, кстати, в области вашего восприятия, то есть в понятие восприятия входят любые элементы реальности. Но находясь в каком-либо уровне этого восприятия, происходит управляющий импульс, данный импульс, например, в виде мысли, надо что-то спасти, что-то конкретное, или информативное, или уже свершающееся, или свершившееся, как бы выправить. Этот импульс проходит в сферу глобального управления, распределяется вниз и попадает как бы в виде оптического уровня на какие-то параметры частного события.
Так как я уже сказал, что вы уже находитесь в сфере управления, любое ваше мышление будет являться управляющим. И вот когда вы, например, попадаете в эту сферу частного управления, то здесь важна скорость. Так вот, этот принцип причинно-следственный, он может быть реализован, если у вас есть время, например. Но когда очень много событий одновременно, так как я говорил, что речь идет о спасении, все в любом случае на макроуровне, то есть каждый человек участвует в макросистеме управления, то вы должны получить доступ к событию безусловным образом. То есть вы должны получить доступ практически мгновенно. Например, видите, и сразу же от того, что вы смотрите, должна видоизменяться структура событий. А понятие «видите» — это значит мыслите в этой области. Потом, когда вы начнете практиковать, вы это поймете. В свое время у меня была ситуация, когда, значит, я, уменьшал интенсивность радиоактивного, если нужно, излучения. Предположим, с точки зрения материи, посмотрите, потом я принесу вам материалы по материализациям, предположим. Сейчас в МГУ есть работы, где в вакууме, значит, можно организовывать кислород за счет работы сознанием и так далее. То есть я занимаюсь принципами фундаментального управления, куда, значит, входит первый принцип — это спасение и гармоничное развитие, а затем это какие-то конкретные технологии. Вот в конкретных технологиях там доводится до совершенного управления химическими микропроцессами. Потом посмотрите эти протоколы. Там речь идет о том, что микросреда, что макросреда с точки зрения управления во многих случаях это бывает одно и то же. Главное — выработать структуру сознания, то есть положить мысль в нужную область управления.